Всем привет, дорогие друзья! Мою рубрику самых мощных мотоциклов невозможно представить без топа самых лютых спортбайков с двигателями от 1000 кубических сантиметров, которые можно купить новыми в 2024 году. Однако цены все сильнее и сильнее кусаются, поэтому эти, как и большинство других новых мотоциклов, уже давно относятся к роскоши, которую себе могут позволить единицы. Открывает выпуск с аппаратами для телепортации самый слабенький на сегодня литр, которым оказался Yamaha R1. Однако флагманский спортбайк, как бы не было это печально, вслед за R6 отправится на покой уже в 2025 году из-за нежелания компании адаптировать легенду под новые экологические нормы. Так что те, кто всегда мечтал купить новую Эрку, у вас есть возможность сделать это только в 2024 году. Напомню, рядная 998-кубовая четверка Crossplane выдает ровно 200 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 200 кг от 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд, а максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. В Японии за новую Эрку сегодня просят 2 миллиона 365 тысяч йен, это 15 600 долларов или 1 миллион 450 тысяч рублей по нынешнему курсу. Однако у нас она встанет уже примерно в 3 миллиона рублей. М-версия в Японии стоит 3 миллиона 190 тысяч йен, это 21 тысяча долларов или около 2 миллионов рублей. На 10-м месте старичок Suzuki GSX R1000, который обновлялся последний раз в 2017 году и тоже давно не соответствует Евро 5. Однако, в отличие от R1, которая полностью прекратит продажи, литровый джикстер, так же как и младшие его версии, свободно продается в США, где за новенький GSX R1000R просят сегодня минимум 16 400 долларов, это примерно 1,5 миллиона рублей. И вот непонятно, что мешает ямаховцам сделать так же. Рядная 999-кубовая четверка GSX R1000 выдает 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спортбайк разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 202 кг. На 9-м месте баварский спортбайк BMW S1000RR, за который сейчас просят минимум 20 490 евро, это 2 с копейками миллиона рублей. Рядная 999-кубовая четверка выдает 210 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает около 3 секунд, а максимальная скорость превышает 300 км в час. В снаряженном состоянии супербайк весит 197 кг, а с М-пакетом всего 193,5 кг. Средний заявленный расход топлива 6,4 литра на 100 км пути. Следом идет BMW M1000RR. Эта версия баварской ракеты имеет в своем арсенале 212 лошадиных сил и те же, что и у обычной версии, 113 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса этого зверя 193 кг, бак вмещает 16,5 литров. Средний расход топлива 6,5 литров на 100 км. Заявленная максимальная скорость благодаря улучшенной аэродинамике 314 км в час.
Цена в Германии за базовый мотоцикл 33 тысячи евро. Это сегодня 3 миллиона 280 тысяч рублей. По мощности флагманского баварца обошел Kawasaki ZX-10R. Здесь 998-кубовая четверка выдает 213 лошадиных сил и 111 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 207 кг спортбайк от 0 до сотни разгоняется за 2,8 секунды. Максималка с ограничителем 299 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,4 литра на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Цена на официальном сайте в Японии составляет аккурат столько же, сколько и за R1 – 2 миллиона 365 тысяч йен. Это 15 600 долларов или 1 миллион 450 тысяч рублей. На шестом месте самый большой на сегодня спортбайк Ducati Panigale V4. Он имеет 1103-кубовую V-образную четверку, которая выдает 215 лошадиных сил и 124 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная скорость супербайка свыше 300 км в час. Разгон от 0 до сотни около 3 секунд. Сниженная масса 198,5 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Цена на официальном итальянском сайте 26 300 евро. Это 2 миллиона 600 тысяч рублей. За навороченную версию S просят уже 32 200 евро. На пятом месте Honda CBR 1000RR Fireblade. Флагманский спортбайк сейчас на официальном сайте стоит от 2 миллионов 420 тысяч йен. Это 16 тысяч долларов или примерно 1,5 миллиона рублей. Версия SP стоит уже 2 миллиона 783 тысячи йен. Это 18 350 долларов или 1,7 миллиона рублей. В обеих версиях устанавливается рядная 999-кубовая четверка, которая выдает 218 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 201 кг. От 0 до сотни спортбайк выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость по спидометру ограничена электроникой на отметке в 299 км в час, который супербайк достигает уже на 4-й передаче. Средний расход топлива заявлен 6,2 литра на 100 км. На четвертом месте Aprilia RSV 4100 Factory. Итальянский спортбайк оснащается легким и узким V-образным четырехцилиндровым двигателем объемом 1099 кубических сантиметров, который выдает те же, что и бритва 217 лошадиных сил. А вот крутящий момент за счет объема, естественно, повыше 125 ньютон-метров. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. От 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость свыше 300 км в час.
Средний заявленный расход топлива 6,9 литра на 100 км. Бак вмещает нестандартный для класса 17,9 литра. Цена на данный момент за новый мотоцикл 26 тысяч евро. Это почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Базовая версия просто Aprilia RSV 4100 стоит от 21 тысячи евро. Ну вот мы и добрались до тройки самых мощных серийных спортбайков на сегодняшний день. На третьем месте Kawasaki Ninja H2, который оснащается двухскоростным центробежным нагнетателем. Надувная 998-кубовая рядная четверка выдает 231 лошадиную силу и 141 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 238 кг от 0 до сотни H2 разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 299 км в час. Средний расход топлива заявлен 6,2 литра на 100 км. В Японии этот мотоцикл не продается, а в США за него просят минимум 32 100 долларов или почти 3 миллиона рублей. Серебро забирает обладатель самого мощного на сегодня атмосферного двигателя Ducati Panigale V4R, который на официальном сайте в Италии сейчас стоит от 44 тысяч евро. Это если округлить, то 4 миллиона 400 тысяч рублей. V-образная 998-кубовая четверка в стоке выдает 221 лошадиную силу и 112 ньютон-метров крутящего момента, что меньше, чем у H2. Однако с этого года, по утверждению компании, при установке полного гоночного выхлопа Акрапович максимальная мощность возрастает до 240 лошадиных сил. При этом сухая масса мотоцикла всего 172 кг, плюс 17-литровый бак. Разгон до 100 занимает меньше 3 секунд, максимальная скорость около 330 км в час. На первом месте бессменный лидер, которому еще долгое время не будет равных. Это Kawasaki Ninja H2R. США за самый мощный и быстрый серийный мотоцикл в мире на официальном сайте сейчас просят 58 100 долларов. Это примерно 5 миллионов 400 тысяч рублей. Здесь установлен тот же двигатель, что и у H2. Но благодаря другим настройкам нагнетателя мощность возросла до запредельных 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни H2R телепортируется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 400 км в час.